Доброго ранку. Ну что вам сказать, русские заняли Лисичанск, и это считается великой победой самой легендарной армии в мире. Каждый гражданин России может гордиться. А тот, кто не гордится, тот неправильный гражданин России. Очень неправильный. Вон даже Кадыров поставил на своей телеге ролик с песней «День Победы». Правда, дорогие россияне уже начинают понимать, что что-то не так. Они не понимали, когда была Чечня, они не понимали, когда была резня в Гаграх и Сухуми. Это же не они, это же дикие грузины и абхазы убивают друг друга. Хаджалы? Не слышали. Да и при чем тут русские? Там вроде азербайджанцы вырезали армян. Или наоборот. Какая разница? Они давно бьют друг друга. При чем тут русские? Про Чечню, ну что вы. Чечня это вообще Россия. А сейчас террористы. Разрушены Грозный. Ну и что? А они наших, то есть их солдатиков, убивали? Тогда еще не прозревший Невзор об этом целую фильму снял. Причем Чечня 2 раза смогли повторить. Грузия 2008 года. Россия, по официальным данным Министерства обороны РФ, потеряла там всего 168 военных. Всего. Такие мелочи в масштабах России вообще не считаются. Ну а сколько при этом потеряли другие, граждан России как-то не колышило. И сожженные грузинские села вокруг Цхинвали их вообще не трогали. Ну а чего переживать, мало ли кого убивает российский солдат. Главное, убили больше, чем сами потеряли. Ну если считать и мирное население. А еще можно всех прокси записать в гражданских, чтобы не было непоняток. А, да, чуть не забыл, это же все Саакашвили. Россия к миру принуждала. Сирия, Сирия это вообще не про Россию, ребят. Там в основном российские летчики и артиллерия работали, практически без потерь. Правда, без потерь это в районе 300-200. Но что такое 300 граждан России против десятков тысяч жертв среди гражданского населения Сирии? Счет явно в пользу Российской Федерации. А потом была Украина. От всех предыдущих случаев этот отличается тем, что Украина гораздо больше, гораздо ближе к Европе и гораздо понятнее для Запада. Но в Москве решили, что это не страшно. Оружия у украинцев нет, поэтому задавим так, что и пикнуть не успеют. И вот тут их ждал неприятный сюрприз. Оружие Украине дали. И вдруг оказалось, что при весьма ограниченных пока поставках вооружений непобедимая и легендарная ничего не может сделать с украинской армией. Все надежды на то, что война вот-вот пойдет по-взрослому, и вот тут славное русское оружие себя проявит, но рассыпаются как карточный домик. И вот уже то, что украинские военные оставили Лисичанск, воспринимается как великая победа. Меня тут упрекнули, знаете, недавно, что, мол, я веду себя как пропагандист, а не аналитик. Но, признаюсь, грешен, да, я в этой войне пропагандист. Но давайте попробуем краткий анализ, без эмоций. Война показала, что у РФ недостаточно ресурсов для достижения своих политических целей. Привела к серьезному сокращению влияния России в мире, консолидации стран блока НАТО и большей части тех стран, которые видят в Россию угрозу. Ближайшие союзники России по блоку ОДКБ и ЕС не готовы поддержать Москву и предпочитают занимать нейтральные позиции. Причем не только потому, что опасаются вторичных санкций. На самом деле они как в зеркале видят в Украине себя. А Белоруссия в данном случае не исключение, а полноправный участник агрессии России против Украины. Российская Федерация сегодня очень напряженно ищет рынки сбыта для своих энергоносителей, взамен европейских. Высокие цены на энергоносители позволили России сохранить уровень своих доходов даже при сокращении объемов продаж. И до тех пор, пока рынок энергоносителей не будет наполнен дополнительными объемами, цена останется высокой. А дополнительные объемы будут только после перераспределения доли России на рынке Европы. Пример, например, Катар, который требует заключения контрактов на 20 лет. Там все более или менее понятно. Ребята хотят себя обеспечить надолго, понимая, что с этой зеленой повесткой дня они сейчас заключат контракт, а потом скажут, что нет, нам не нужно столько нефти. Идем дальше.
Одновременно Москва пытается создать экосистему, понимая, что, будучи отрезанными от финансовой технологии, невозможно обеспечить минимальный уровень устойчивости страны. Основные надежды на это в Москве связывают с Китаем и странами БРИКС, ну а также странами СНГ. Создание подобной экосистемы в принципе возможно, но возможно лишь на условиях других стран, прежде всего Китая, это понятно, и при условии, что страны Запада не будут этому активно противодействовать. Мол, типа того, живите как хотите, нас не трогайте. Да, европейские страны сегодня сталкиваются с серьезными трудностями, экономическими проблемами, связанными с переориентацией рынков. И на это, кстати, тоже есть расчет Москвы, что, мол, вот сейчас они не смогут перестроить свою экономику, и куда они денутся, все равно придут на поклон. Но вы понимаете, в чем дело? Это тот случай, когда кризис равен возможностям. Возможностям занять самую интересную нишу на самом большом рынке в мире. И я, честно говоря, не думаю, что эту возможность бизнес будет упускать. Скорее наоборот. В наиболее уязвимом положении сейчас находятся страны, которые являются соседями России и которые не имеют серьезной поддержки извне, даже, я бы сказал, институциональной поддержки извне. Их Москва обязательно постарается затянуть в свою экосистему, изолированную от Запада. Кстати, если вы подумали, что вот нам-то ничего не грозит в Грузии, мы-то имеем эту поддержку, нет, грозит. Эта поддержка недостаточно институционализирована. А особой активности нашей власти, чтобы обрести эту поддержку, я, честно говоря, не вижу. Что дальше? Возможно ли военная победа России? Возможно. Возможно только в случае коллапса государственных институтов Украины и полной фрустрации украинского общества. Будут наносить удары по мирному населению, в конечном итоге украинцы впадут в шок и так далее. Но мы же понимаем, что это маловероятно. Ровно так же на это был расчет в первые дни войны. Расчет на то, что Запад резко прекратит помощь Украине и даст России победить, тоже маловероятен. Таким образом, мы имеем ситуацию, когда состояние Российской Федерации напрямую зависит от активности Запада в процессе поставок вооружений Украине и эффективности реализации санкций. При этом понятно, что все страны в процессе перераспределения экономических и политических рынков постараются решить свои проблемы. Пример Турции с вступлением в НАТО, Финляндии и Швеции, он очень показателен. Пример Катара показывает. Да, практически все страны сейчас пытаются решить свои проблемы, за счет кого, догадайтесь сами. А что касается Лисичанска, Лисичанск Украина вернет. Вернет ровно так же, как и все оккупированные территории. Верим в ВСУ и слава Украине!